Всем привет, дорогие подписчики! Я решил записать для вас видео, стоит ли ехать в Польшу. Итак, погнали. Например, есть такие люди, которые хотят просто жить в Европе. Им здесь нравится, не важно, что здесь с ними происходит, какие обстоятельства случаются, какие трудности, они все это поборят, найдут себе нормальную работу и будут работать. Они здесь по-любому найдут себя. Есть такие люди, которые приезжают сюда просто заработать денег, то бишь ты оформил себе визу, приехал сюда, отработал свои там полгода, все, и уехал обратно. Я думаю, что на данный момент стоит, потому что в Украине на самом деле сейчас происходит такой капец, что вы даже жилье себе нормально, не можете оплатить. Я уже не говорю про съемное жилье, ту же коммуналку, которая постоянно дорожает. Поэтому из этих утверждений я думаю, что все-таки стоит сюда ехать. Вот, допустим, коммуналку за предыдущий месяц вот этого вот дома мы заплатили 100 злотых. Делайте свои выводы. Опять же таки, если вы офисник, сидите в офисе, получаете там свои 12 тысяч гривен и хотите что-либо поменять, вы должны быть готовы к тому, что если вы сюда приедете, вы будете работать физически, на заводе, там, на складе, до тех пор, пока не выучите язык. Потому что неважно, сколько дипломов вы имеете, если же вы не знаете языка, вы здесь никому абсолютно не нужны. Это как один из поляков писал мне в комментариях под видео о карантине, то что ваш приезд это чисто бизнес. В Польше никто ничего так просто не дает. Это когда мы хотели заказать продукты, чтобы нам соцслужба привезла их платно, бесплатно, неважно как. Фишка в том, что мы не можем выходить из дома. И в итоге тогда к нам никто не приехал. И вот он пишет то, что никто ничего никому так просто не дает. Также поляков очень бесит, когда вы не знаете их язык. Я думаю, что это любого бесило бы, если бы, допустим, к нам в Одессу приехал итальянец, который пришел бы ко мне за продуктами в мой ларек. Я бы там торговал теми же помидорами, огурцами, и он бы со мной по-итальянски говорил. Я бы отнесся к этому, допустим, лояльно. Но здесь нет такой фишки, потому что их реально это очень сильно выбешивает, когда вы не можете им объяснить то, что вы хотите. Так что лично я очень с большим удовольствием учу польский, изучаю новый язык, и мне он нравится. И мне нравится, когда я что-либо выучил, я иду в магазин и с удовольствием общаюсь с тем же продавцом, что-то понимаю, что-то не понимаю, но с каждым днем совершенствую и пытаюсь общаться с местным населением. Также у нас есть здесь соседи, в соседнем доме живут поляки, они к нам приходят на кофе, на чай, приходят пообщаться, спросить, как у нас дела. Мы заходим к ним в гости, обмен продуктами, они нам приносят свои блюда, супы, мы даем им свои блюда, супы, делимся впечатлениями об этих блюдах, пробуем их польскую кухню, там клёцки, шмёцки, там пироги и все остальное. Это достаточно таки интересно. Некоторые слова понимаешь, некоторые не понимаешь, но уже спустя месяц все больше и больше слов тебе становятся понятны. Отношение людей в целом нормальное, абсолютно такое же, как и в Украине. Есть кто поможет, есть кто не поможет, есть свои быки, есть свои националисты. Если ты не говоришь по-польски, им это ужасно не нравится, и их это просто выбешивает. Желание уехать домой. Домой ехать желания нету вообще, потому что как наша власть сделала, допустим, у нас в Одессе. Началась весна. Карантин отменили, приехала огромная куча народу. Теперь сезон заканчивается, везде красная зона, то бишь депутаты там и все эти бизнесмены, шишки приехали в Одессу, отдохнули, погрели свои кости, уехали, а у нас теперь карантин. Мэр дал тупо заработать кафешкам, ресторанам, ночным клубам на всех приезжих, а теперь все. Карантин. Я вам так скажу, здесь классно, если вы именно сюда приехали на постоянку, вы нашли себе не тяжелую работу, на те же полставки, отработали, приехали, расслабились. Так что, ребята, живется в Польше очень хорошо, мне здесь очень нравится, по минимуму стресса, хорошие дороги, недорогие продукты, все для людей. Здесь о людях хоть как-то думают.
но вот польский язык нужно обязательно изучать. Также я хотел сказать огромное спасибо нашим подписчикам, которые пишут комментарии, ставят лайки, подписываются на наш канал, в некоторой мере даже беспокоятся, задают вопросы. Вам огромное спасибо. Так что, если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи!